Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзорам масштабных моделей, которые выходили в разных журнальных сериях. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать, на мой взгляд, довольно симпатичный легковой автомобиль марки Chevrolet. Модификация Chevette Hatchback, который копирует прототип 1981 года. Это довольно старая модель, она уже снята с производства. Я ее покупал около 3 лет назад в одном европейском интернет-магазине. И если я не ошибаюсь, в то время за эту модель я заплатил 6 евро 95 центов. Кстати, я посмотрел сегодня в том же магазине, эта модель до сих пор есть в наличии, правда у нее немножко другая цена, и на сегодняшний день она составляет 10 евро 95 центов. Серия называется Chevrolet Collection, она выходила в Бразилии, и для тех, кто не смотрел мои предыдущие видеоролики, посвященные данной журнальной серии, вкратце расскажу, что она из себя представляет. Серия стартовала в Бразилии в 2015 году, она завершилась к 2019 году, и изначально было запланировано 40 выпусков, но затем серию продлили до 60 выпусков и еще раз продлили до 71 выпуска. Наподобие российской журнальной серии в Бразилии Chevrolet Collection выходил раз в 2 недели, скорее всего продавался также в киосках, и для постоянных подписчиков данной журнальной серии были доступны бонусные выпуски, в которые входили кареты скорой помощи, также полицейские автомобили, машины спецслужб и различная коммунальная техника. В том магазине, в котором я покупал данный легковой автомобиль, бонусные выпуски не предлагались, но основные модели, которые выходили в данной журнальной серии, были доступны в продаже. И в моей коллекции всего насчитывается около 15 масштабных копий из этой журнальной серии. Я их покупал выборочно для ознакомления, и в основном те прототипы, которые не предлагаются другими брендами. Насколько мне известно, данные масштабные модели сделаны на формах XO Models. Возможно, некоторые модели также продавались в коробочках от XO, но я подобных машин в открытой продаже в других коробках не встречал. Хотя также в Европе выходила серия Opel Collection, и некоторые модели из серии Chevrolet Collection были включены в серию Opel Collection. По уровню проработки эти машины приближены к российской журнальной серии Автолегенды СССР, Автомобиль на службе. И сегодня для сравнения я вам приготовил 2 похожие масштабные копии. Один автомобильчик марки Таврия, второй ВАЗ-2108. И мы как раз посмотрим, чем отличаются друг от друга модели в плане проработки. Давайте приступим к обзору масштабной копии. Она поставляется в дисплей-кейсе. Здесь также присутствует блистер. У него черная подложка. Есть различная информация, с которой можно ознакомиться. И этот блистер абсолютно идентичен у всех масштабных моделей, которые входили в данную журнальную серию. И что мне понравилось у моделей из серии Chevrolet Collection, это дисплей-кейс. Он довольно симпатичный. На подиуме указан прототип. Также есть значок Chevrolet. В целом модель довольно хорошо покрашена, хотя в некоторых случаях встречается различный мусор в лакокрасочном покрытии. Но, к счастью, у меня на этом экземпляре с покраской все хорошо. Нету открывающихся элементов, довольно много упрощений, которые присущи моделям из данной журнальной серии. У данного экземпляра довольно хорошо сделаны задние фонари, обозначены сектора заднего хода. Правда, поворотники окрашены красным лаком, как и стоп-сигналы. Есть молдинги на крышке багажника. Они нанесены методом тампопечати. Салон здесь из черного пластика, окрашенного в массе. Конечно, хорошо бы, чтобы подобный элемент был окрашен, но окрашенные салоны я редко встречаю на журнальных моделях. И в основном подобное явление встречается у итальянской журнальной серии, а если посмотреть на другие журнальные серии, то там
присущ черный пластик, окрашенный в массе. И даже если взять российскую журнальную серию «Автолегенды СССР», «Автомобиль на службе» и другие, то там, пожалуй, наберется всего пару автомобилей, у которых были окрашены салоны. И то это в основном те модели, которые выходили в тестовых выпусках. Вполне хорошие колесные диски, более-менее нормальные покрышки. И низ автомобиля окрашен черной матовой краской. Обычно у моделей из журнальных серий не очень хорошие двухцветные варианты. И есть наплывы, но здесь из-за того, что разделение также сверху заклеено декалью, то получается очень красивый аккуратный вариант. Присутствуют зеркала заднего вида. Они не очень ровно установлены, также черные стеклоочистители. На правом крыле установили антенку, ее покрасили серебристой краской. Вполне хорошая светотехника, правда противотуманные фары здесь просто обозначены серебристой краской. Что мне нравится, так это установка регистрационных номерных знаков. И здесь на зеркалах заднего вида есть имитация самого зеркальца. Как видите, задняя часть окрашена серебристой краской. Дверные ручки просто обозначили черной краской. Можно открутить эту модель от подставки, чтобы посмотреть, как у нее сделана нижняя часть. У меня на одном крепежном винте сорвана шляпка, поэтому его довольно сложно открутить. Но здесь винтики идут с шляпкой под крестовую отвертку. Как вы знаете, на большинстве моделей от производителя XO Models идут винты под треугольную отверточку, и не у всех есть инструмент для откручивания этих винтов. Здесь также те винтики, которые крепят днище, обычные. Так что у вас не должно возникнуть проблем с разборкой этого автомобильчика, например, если вы захотите окрасить салон. Днище здесь очень примитивно проработано, есть что-то похожее на выхлопную трубу, также карданный вал. Ну, никакой проработки подвески здесь тоже не наблюдается. Указан прототип Chevrolet Chevette Hatchback SR 1.6. Ну и, естественно, эта модель изготовлена в Китае. Модель довольно легкая, несмотря на то, что корпус ее изготовлен из металла. Такой довольно симпатичный автомобильчик. И давайте покажу вам для сравнения легковой автомобиль марки Таврия. У меня две одинаковых модели. Одна из них выходила в рамках польской журнальной серии. У нее сохранился оригинальный блистер, серая подложка. У российского издания подложка была черного цвета. И единственное различие между польским вариантом и моделью, которая выходила в серии «Автолегенды СССР», это то, что у польского варианта установлены регистрационные номерные знаки. На российском издании были просто таблички с надписью «Таврия». И, по-моему, больше отличий здесь вы не найдете. Красные задние фонари, тоже интерьер из пластика, окрашенного в массе. И давайте я вам покажу модель из российской журнальной серии. Я ее немножко доработал, раскрасил задние фонари и заднюю часть глушителя. Конечно, по большому счету здесь еще нужно окрасить салон, все никак не дойдут руки, но насколько я помню, у этих Таврий он был черного цвета, поэтому, возможно, особого смысла его окрашивать и нету. По размеру автомобили похожи. Вы можете видеть, Chevrolet примерно такой же по габаритным размерам. Примерно такая же колесная база.
И по дизайну автомобили тоже похожи друг на друга. И покажу вам еще масштабную модель ВАЗ-2108. Здесь я поставил регистрационные номерные знаки, тоже окрасил задние фонари, поставил другие обшивки на двери, потому что изначально здесь были обшивки от пятидверного варианта, а для трехдверного варианта такие элементы делал производитель Start 43, если я не ошибаюсь. И я как раз купил обшивки от этого производителя и установил на данный автомобиль, только тоже их не окрасил. Также на этой модели я заменил колесные диски и покрышки. Это колесики от машины ВАЗ-2106 от Bauer. Они хорошо попадают в масштаб, и у них довольно хорошая проработка. Тоже примерно такие же габаритные размеры. В принципе, модель Chevrolet хорошо будет смотреться на полочке рядом с машинками из отечественной журнальной серии. И тоже для истории это вполне хороший коллекционный экземпляр. Как вы можете видеть, уровень проработки примерно одинаковый. Так что если вы хотите разнообразить свою журнальную серию иностранными автомобилями, можете искать эти модели в различных интернет-магазинах. Я встречал машины из серии Chevrolet Collection и в российских интернет-магазинах. Они стоят примерно 850 рублей. Это вполне адекватная цена за такую модель, с учетом того, что она поставляется в дисплей-кейсе. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о моделях из серии Chevrolet Collection. Понравился ли вам данный автомобиль? Есть ли в вашей коллекции подобные изделия? Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.